Привет! Сегодня у нас необычное видео, не совсем обычное. Мы сегодня просто будем вешать здесь столик. Мы освободили такой угол специально для рабочей зоны. Вот такой вот. И приобрели стол Икеа откидной от стены, чтобы вот так он приподнимался. И здесь будет рабочая зона для человека. Сейчас мы его просто будем оттуда доставать. Ну, а вам, если интересно, вы смотрите, как это все будет происходить. Мало ли, вам тоже придется что-то такое делать. Потом буду я этот стол вешать посредством просверления дырок в стене и закручивания туда крепежных, собственно говоря, элементов. Ну вот, поехали, достаем стол. Здесь вот есть, кстати, это самое, как ее, схема. Она говорит о том, что нужно развернуть вот эту штуку на полу. Лучше всего это делать вообще все на полу, на картонке. На той самой, с которой стол пришел. Ага. Столешница. Фурнитура для сборки. Нам пригодится. Вот. Фокусируется? Да, хорошо. Так, там еще что-то. Я забыл, что его еще на самом деле нужно сначала собрать. Но это мы сделаем, собственно. А это вот схема конкретно этого стола. Окей, как обычно, все обалденно нарисовано. Так, нужно вот эти штуки вкрутить вот в эту штуку. Вот эти штуки. Две. Вкрутить вот в эту штуку. Обожаю сидеть на корточках и собирать икеевские штуки. Усилие надо поставить не очень большое, а то скрутим все так, что мало не покажется. Не фонтан. Теперь нужно отмерить, собственно говоря, тот самый момент настает, когда нужно отмерить высоту. То есть сейчас мы прервемся, отмерим высоту вот этого столика, где он, собственно, будет висеть. Точнее, вот он будет висеть вот так, что ли? Да? А нет, вот так он будет висеть, вот. И мы его высоту здесь отмерим, где мы его будем прикручивать. Вот у нас тут стены кривые. Класс. Все, прерываемся. Итак, мы отмерили здесь вот высоту, сделали метки для стола. Сейчас мы будем продолжать сборку. Вот эту вот штуку мы будем, вот как бы для нее мы как раз и примеряли. Вот здесь вот она будет вот так вот пришпилена. Соответственно, нам нужно дырки наметить, где сверлить. Для этого мне нужен ассистент, поэтому ассистент, пожалуйста, положите камеру. Где карандаш? Кто знает. Я сейчас максимально ровно поставлю по нашим меткам, а ты проделаешь карандашом, прорисуешь прям не скупясь. Так, ну вот мы вот здесь вот наметили дырки, вот они видны. Вот эти вот прорисовали дырочки там, где будет у нас стол. Это как бы одному сделать довольно сложно, поэтому с помощью ассистента получилось. Вот, теперь мы сейчас петли прикрутим, ну, соответственно, инструкции к столу. Вот, к этой штуке надо прикрутить петли третьим этапом. Мы берем эту штуку к этой штуке. Берем петли.
Ага. То есть они должны быть этой штукой наверх, да? Правильно, чтобы он сюда опускался. То есть они должны быть вот так. Есть петля. И 3 петли. Петли прикручены. Теперь нужно что? Прикрутить стол? А, потом нужно только сверлить и его вешать, да? Кто-то другой должен держать. Видишь, тут 3 руки нарисовано. Третью руку надо будет мне где-то взять. Вот так-то. Стол ламинированный. Это классно, потому что черный, по-моему, был не ламинированный. Поэтому мы взяли белый, чтобы он был крепкий. Так. И крутим в середине сначала. Есть контакт. По-моему, прикрутилось все прекрасно. Продолжаем по схеме. Что у нас по схеме? По схеме у нас приделать вот эту пластиковую штуковину. Как раз для нее-то и осталось 2 саморезика. Все. А теперь надо привесить. То есть теперь переходим к... нет, надо привесить или что? Нет, привесить. Что, надо найти такие шурупы с головками не потайными, которых у меня, наверное, есть. И только потом вот эту штангу нужно вешать, которая вертикальная. Пока останавливаем, идем искать саморезы и сверла. Ну, короче говоря, чтобы сверлить вот сюда вот, чтобы подвешать стол вот сюда. Потому что следующий этап — это подвеска стола. Привет снова. Я забыл про такую классную вещь, называется наколенники. Потому что когда ты ползаешь по полу долго, потом колени начинают давать о себе знать, а эти вот такие штуки, наколенники, вот они позволяют нормально так опираться в пол и не страдать после этого. Так, мне нужно подготовить дрель. Для этого у меня есть, собственно говоря, ударная дрель и сверло. Вот такие дюбели я буду забивать. Синенькие, я так думаю, примерно 8. Вот у меня есть сверло, совсем свежее, не пользованное еще. Я его попробую сейчас вставить, если оно вставится. Пока не хочет, вставляем сверло, закручиваем. Так. Теперь я хочу что показать. Иди поближе. Вот у меня не оказалось таких вот шурупов с обычной головкой, не потайной, как вот здесь говорится. Поэтому не знал, что делать, но оказалось, что у меня есть шайбы. Вот такие шайбочки есть. Я их использую с такими вот шурупами с потайной головкой. Правильно? Правильно. Я считаю, гениальное решение. И так многие пользуются. И вот такой вот дюбель для вот такого шурупа подойдет. Сейчас мы настроим дрель на глубину просверливания. Для этого мы отвернем ее. Вот у нее настройка глубины. Там видно это все? Вот так. Настроили. Вот видите, шуруп вот такой длины. Как раз будет то, что надо. То есть я, когда буду сверлить, упрусь вот в эту штуку. Начинаем сверлить. Привет соседям, как говорится. Мало вам моей музыки. Сейчас вам будет другая музыка. Нам нужно сделать 4 отверстия, как говорят по науке. Я надеюсь, что это правильно. Так, удар выключил. Надо включить. Вот так вот. Так, нужна нам чашечка с водой, а то сейчас сверло перегреется. Соседи, как говорится, простите. Еще чуть-чуть, соседи, держитесь.
Финальный аккорд получился тяжелым. Там, похоже, какой-то камень попался. Так, переходим к пылесосу. О, что-то я уже малость подза... Так, сейчас мы закручиваем вот эти вот штуки. Вот в эти вот штуки. А где еще одна синяя? Маленький моток нам достаточно будет. Что-то даже большие получились дырки слишком. Здесь вот не досверлил. Надо чуть-чуть досверлить. Вот этот синий, он лежал здесь. Все. Чуть мое сердце немножечко не тот размер я выбрал. Вот видишь, они прокручиваются там внутри. Может быть, их сейчас разопрет, видишь, вот они вытаскиваются. Слишком большие дырки я сделал. Пойти поискать пробки потолще. Они должны тогда плотно зайти. Итак, начинаем готовиться к прикручиванию. Видите, я сижу на коленниках. Так, раз, сел и хорошо. Мы готовим 4 шурупа с шайбочками. Потому что у нас обычной головки нет, поэтому мы используем шайбы. А вот эти вот дырки я сделал очень большие, поэтому дюбели выскакивали оттуда. Пришлось туда подпихнуть щепочек, чтобы они лучше держались. Это, конечно, такой босяцкий, как говорится, способ. Ну, я как бы мастер не местный, не профессионал. Сейчас момент истины. Нужно будет, чтобы третья рука держала мне стол, а я закручивал. Третья рука готова? Готова. Давай выключай и будем держать. Итак, что мы сделали? Мы просверлили пол стены, вспотели, переделали вертикальную штуковину для крепления. Ошибся немного с дюбелями, ну ладно. Теперь вот эту вот мы штуковину для фиксации стола будем сейчас монтировать. Тут, согласно инструкции, нужно вот эту бубочку ставить сверху. Бубочка — это такая вот плотная пластиковая штучка. Так, надеть ее надо. И туда вставить вот это. Вот. Вот, она вот так вот тут вращается. Правильно? Правильно. И теперь вот это нужно в нижнюю вставить, а это в верхнюю. Ну, как интересно. И как же это я так умудрюсь сделать? Ну, попробую сейчас. Тут надо как-то типа наискосяк. Так, сначала так. Или сначала не так. Сначала туда. Тут она на пружинке. Ура! Ой, мимо пока первая попытка. Вторая попытка успешна. И потом так делаешь раз. И все. И стол держится. Хобана. Столик. Готово? Я, конечно, сказал бы, что немножечко неровно, да? То есть немного он сюда наклонен. Хотелось бы его приподнять. Но это уже решается тонкой регулировкой, то есть можно вот сюда подложить что-нибудь. Потому что это уже как бы дизайн самого стола. Тут вроде прямой угол, вот, да, видно же. Вот. А если мы положим уровень, то он действительно наклонен чуть-чуть сюда. Вот я отпускаю, он наклонен чуть туда. Но я не знаю, насколько это, в общем-то, важно. Можно вполне туда что-то подложить. Такой вот дизайн
стола Икеа. Ну что, я проверяю. Вот я такой пользователь. Подъехал. Подъехал такой. Оп. Мне нравится. Тебе тоже понравится. Это же для тебя. Ну, на этом мы заканчиваем наш блог «Домашний репортаж» по монтажу икеевского откидного стола. Давайте посмотрим, как он откидывается. Оп, так убираешь сюда, и вот так он висит. Все. Правда, я думаю, что ты его убирать не будешь, да? А если нужно его откинуть, раз, поднимаешь и подставляешь эту штуку. Нагрузка у него неизвестна какая, так, наверное, лучше не облокачиваться, не ложиться на него, да? Спасибо ассистенту, оператору за помощь в съемках. Подписывайтесь на канал, ну, если интересно. Если не интересно, не подписывайтесь. Тут есть еще другие, более технологичные ролики. Но сегодня я прям, как говорится, вспомнил молодость. Посверлил, позабивал, позакручивал, пострадал. Где-то что-то не так сделал. Ну, в общем, да и ладно. Пока-пока.